Всем привет, с вами председатель. Великороссы и малороссы были придуманы в Константинопольской канцелярии в XIV веке. А в XV веке Константинополь был взят Оттоманской портой, или Османской империей. И Ромея, или как мы ее привыкли называть Византия, закончила свое существование. Это очень интересный и важный период нашей и мировой истории. Давайте посмотрим шире и сопоставим события на Руси, в Константинополе и в Европе, в которой как раз с падением Константинополя в 1453 году заканчивается так называемая Столетняя война. Наконец, из Авиньона в Ватикан переезжают папы после так называемого авиньонского пленения пап. Но начинается новая чехарда с папами и антипапами, которую потом назовут Великим расколом Римской Церкви. А в Москве тем временем митрополит перестает быть киевским и всея Руси и становится московским и всея Руси. А в титул великого князя московского прибавляется словосочетание «всея Руси». Давайте обо всем об этом через минуту. Черно-белый или цветной? Вот какой выбор у вас должен быть, выбирая подарок близким. Ведь очевидно, что Мозабрик – это лучший подарок для творческих людей. Это бесконечный конструктор, который полностью производится в России. И за 2 года Мозабрик стал популярен не только тут, но и в 30 странах мира. Собрать можно что угодно – орден, понравившуюся картинку или свою фотографию. Ведь, согласитесь, пазл со своей фотографией в магазине вы не купите. А если она вам надоест, разберите и соберите другую. В наборе есть все, что понадобится для создания картины. И чтобы ее собрать, нужно просто зайти на сайт и загрузить выбранное фото. И вуаля, получаешь инструкцию по сборке. Цветной набор Mozabrik Color уже с рамкой внутри. У меня набор S, но есть и другие размеры. Есть даже возможность объединить до 4 наборов в одну большую картину. Выбор, конечно, за вами, но мне кажется, в цветном наборе детализация лучше. Я вас уверяю, эта картина привлечет внимание и интерес. Она отлично смотрится в любом интерьере. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании, тем более, что по моему промокоду СНТ скидка 20%. С подарком определились, а теперь начинаем. Почему-то историки выдвигают теорию, что именно Дмитрий Иванович Донской объединяет вокруг Москвы русские земли. Нам рассказывают про какой-то съезд князей 1374 года, которые, договорившись, идут сначала на Тверь, а потом и на Куликово поле. Хотя никаких документов этого съезда князей не то что до нас не дошло, их не было и в помине. И по сути это объединение вокруг московских земель на этом съезде просто фантазия наших историков. Как я уже не раз говорил, и это никто не может опровергнуть, что объединила вокруг Москвы все русские земли церковь. Именно церковь была главенствующей структурой, а великий князь всего лишь был воеводой этой церкви. Но церкви не русской, а греческой. Если хотите, греко-католической. Я, честно говоря, был даже немножко удивлен такому малому просмотру предыдущего ролика. Видимо, многие просто побоялись его репостить. Ну что ж, время непростое, и промолчать в это время наиболее мудрое решение. А я в прошлом ролике как раз и говорил о великороссах и малороссах, что эти термины как раз и были придуманы в XIV веке Константинопольской канцелярией. Так как митрополия Киевская и всея Руси, а потом Московская и всея Руси была под полной властью Константинопольского патриархата. Поэтому уж извините, но съезд князей вообще ничего не мог решить. Они могли только исполнять волю церкви. Картина маслом: перед Куликовской битвой умирает фактический правитель всея Руси, митрополит Алексий. И в Константинополь за благословением отправляются сразу 4 потенциальных митрополита киевских и всея Руси. Причем 3 из которых ими в итоге станут. Митяй плывет вместе с Пименом, он как раз в конце этого увлекательного путешествия, так и не попав в Константинополь, умирает. А так бы и он был митрополитом всея Руси. Получилось бы 4 из 4. Также в Константинополь едет Киприан и Дионисий. И все эти 3 персонажа, Пимен, Киприан и Дионисий, именно в таком порядке будут митрополитами киевскими и всея Руси.
Я напомню, митрополит всея Руси ставится совместным указом Константинопольского патриарха и императора Византии. Ну и в самой Византии какая-то чехарда. Прям перед приездом будущих митрополитов всея Руси идет некий церковный переворот, где осуждают и низлагают патриарха Константинопольского Макария, а новым патриархом становится Нил. Но ведь и с императорами точно такая же чехарда, между собой воюют отец и сын палеологии. За одним стоят генуэзцы, а за другим венецианцы. Банкирские дома. И здесь мы можем только предположить, что, возвращаясь обратно, один митрополит Киевский и всея Руси, Киприан, был ставленником генуэзцев, а другой митрополит Киевский и всея Руси, Пимен, был ставленником венецианцев. Третий, будущий митрополит, Дионисий, остался здесь, в Византии. И смотрите, здесь у великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского начинается метание между двумя митрополитами. Пимена он не принимает и заключает под стражу. Здесь опять же фигурирует еще один ставленник генуэзцев. Это Мамай, который, собственно, и сражается на Куликовском поле с Дмитрием Донским. То, что он ставленник генуэзцев, мы это прекрасно видим потому, куда он бежит. Он бежит в Кафу, в столицу так называемого генуэзского Крыма, где в итоге он и умирает. Дмитрий Донской принимает митрополита Киприана. Но здесь уже этому противятся венецианцы. Банкирские дома, так называемые ростовщики, уже тогда принимают активное участие в управлении. И уже венецианский ставленник Тохтамыш, как нам говорят, законный хан Орды, в 1382 году громит Москву. Наши историки почему-то сразу забывают про какой-то там союз князей. Где был этот союз князей, когда громили Москву в 1382 году? Да вообще, где был сам Дмитрий Иванович Донской, великий князь московский? Он бежит из Москвы, оставляя ее полностью на разграбление Тохтамыша. Точно так же, как и митрополит Киевский и всея Руси Киприан, бросив свою митрополию, еле-еле уносит ноги. И что нам говорят потом? А потом якобы Дмитрий Иванович Донской с формулировкой потери доверия отстраняет Киприана от митрополии и принимает в качестве митрополита Пимена, ставленника венецианцев, которого 2 годами ранее он заключил под стражу. Вот, собственно, чего добился Тохтамыш. Тохтамыш, кстати, тоже в свою очередь, когда пришла его очередь бежать, он бежит не куда-то там в Золотую Орду, в Сибирь, в Монголию. Он бежит в Киев к католикам, к своим хозяевам. Ну, а в итоге митрополитом всея Руси становится Дионисий, который, прожив в Византии, был направлен в Псков и Новгород константинопольским патриархом для того, чтобы расправиться там со стрегольниками. Это некое религиозное движение, о котором мы вообще ничего не знаем. Ну, по сути, это протестанты православной церкви. Представляете, Мартин Лютер, который критиковал католическую церковь, который прибил свои 95 тезисов к дверям собора только спустя 150 лет. Его возмущала продажность католической церкви, отпущение грехов в виде покупки индульгенций. А вот в Пскове и Новгороде стрегольники возмущались продажей церковных должностей, так называемое поставление пастырей на мзде. Я уверен, церковь подчистила здесь все досконально. У нас практически нет никаких сведений, ну, за исключением вот этой вот иллюстрации в лицевом летописном своде «Казнь стрегольников в Новгороде в 1375 году». Как видите, наша церковь не такая демократичная, как римская. Опять же, я не говорю, хорошо это или плохо. Я просто делюсь с вами фактами, так как в Риме движение Мартина Лютера переросло в лютеранство. И здесь, в принципе, можно было бы рассказать вам про наследие Дмитрия Донского, про его детей, которых, видимо, после победы венецианцев взяли в свои руки католики. Витовт, его дочь Софья Витовна, выходит замуж за Василия Дмитриевича, старшего сына Дмитрия Донского. Сам Витовт, как я говорил, менял свою религию как перчатки. Он сначала был крещен по католическому обряду, потом по православному, а потом опять по католическому. Откуда ветер дует, ту власть мы и примем. Мы об этом поговорим подробно, но сейчас я хочу вам показать всю картину целиком, а потом уже постараемся разобрать все это более детально. В самой Европе в то время идет как раз Столетняя война. Это тоже позднее название.
Тут вообще несколько конфликтов, которые объединили в одну войну. Именно в этой войне проявит себя так называемая Орлеанская дева Жанна д'Арк. Дмитрий Иванович Донской, к сожалению, не доживет до ее рождения, так как по каким-то неизвестным причинам он умирает в 39 лет, в 1389 году. Ну, если кто-то скажет, что в то время так и жили, но посмотрите, сколько прожил современник Дмитрия Донского Сергий Радонежский. Более 70 лет. Митрополит Дионисий более 80 лет. Митрополит Киприан тоже в районе 80 лет. Андрей Рублев, иконописец, тоже современник Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Родился в 1360-е, умер в 1430-м. 70 лет. Феофан Грек, тоже их современник. Смотрите, сколько народу здесь собралось. Родился около 1340-го, умер в 1410-м. 70 лет. Вот так вот. От чего умер Дмитрий Иванович Донской в 39 лет, вам никто из историков не скажет. Заболел и помер. Ну так вот, в Европе Столетняя война. Кстати, интересный факт. Заканчивается Столетняя война в 1453 году. И эта дата случайно совпадает с падением Константинополя. Но давайте все-таки посмотрим, что же предшествовало этому падению Константинополя. А в католической церкви в эти же года, я вам скажу, точно такая же чехарда, как и в митрополии всея Руси и в Византийской империи. Якобы римские папы возвращаются в Рим после так называемого авиньонского пленения пап. Ну, как вы понимаете, никакого пленения не было. Ныне французский город Авиньон в то время был собственностью католической церкви, то есть так называемого папского государства. Как нам говорят, с начала XIV века резиденция пап римских переехала туда, в Авиньон. Вот он, папский дворец. Но для меня лично было откровением, что до этого авиньонского пленения пап резиденцией римских пап в Риме был не Ватикан, а вот этот вот Латеранский дворец. И он находится в отдалении от Ватикана, по другую сторону реки Тибр. Согласитесь, очень странно, папы возвращаются не туда, откуда пришли, а на новое место – в Ватикан. И хронологически это происходит, в принципе, в тот же момент, что и на Руси. Куликовская битва, два митрополита киевских и всея Руси, низложение константинопольского патриарха и борьба за власть палеологов, сына и отца. Из Авиньона в Рим папы возвращаются в 1377 году. Напомню, Куликовская битва 1380, смерть фактического правителя всея Руси митрополита Алексея 1379 год и последующая борьба за этот митрополичий престол. И смотрите, какая ситуация у католиков. В этом же году, в котором и приехал Григорий XI в Ватикан, он умирает. Ну, видимо, сказался итальянский климат. И под влиянием толпы, как нам рассказывают историки, которая требовала, чтобы папу выбрали из римлян, а не из французов, избрали неаполитанца Урбана VI. Но потом политика нового папы почему-то не понравилась кардиналам, и они отказались ему подчиняться. Выборы Урбана были объявлены незаконными и недействительными, и его отлучили от церкви. А на новых выборах был выбран Климент VII, который собрал свои манатки, подпоясался и уехал обратно в Авиньон. Согласитесь, похоже, как и у нас, две митрополии – Малороссы и Великороссы. И вот оно, двоепопие, двоепапие. Ну, по-другому это и не назовешь. У нас два митрополита, а здесь два папа, два папы. Резиденция одного в Ватикане, резиденция другого в Авиньоне. Оба начинают ставить своих кардиналов, создавать свои курии, накладывать друг на друга взаимные анафемы. И этот период в историографии называется Великий Западный Раскол или Раскол в Римской Церкви 1378-1417 годы. Но ведь и у нас в эти годы раскол. И такое же двоепапие, и такая же борьба генуэзцев и венецианцев в Византийской империи. У нас, конечно, ничего подобного, что в Риме не было. У нас не разделяли на так называемых пап и антипап. Ведь в Авиньоне выбирали кардиналы одних пап, а в Риме, в Ватикане, совершенно других пап. Но спустя почти 10 лет, в 1417 году, Римская католическая церковь все-таки пришла к консенсусу. В это время в Москве относительно спокойно под католическим присмотром
правит сын Дмитрия Донского Василий I. Митрополит Киприан как раз сватает его за дочь Витовта, Софью Витовну. А изначально после нашествия Тохтамыша так вообще Василий I был взят в плен. Но обо всем отдельно. После смерти Василия I, по сути, Москва остается в руках католика. Витовт и его дочь Софья Витовна просто здесь хозяйничают. В 1433 году, представляете, москвичи, это по официальной истории, переезжают в Коломну. Очень большое влияние католичества, по сути, митрополиты последние призывают к унии, то есть к союзу православной и католической церкви. Созывается Ферраро-Флорентийский собор, где и как раз Русь представляет митрополит Киевский и всея Руси Исиидор. Как уже заведено, в большинстве своем все наши митрополиты были либо греками, либо болгарами, либо малороссами. Исиидор в данном случае грек. Но что интересно, после этого собора он станет латинским патриархом Константинополя, кардиналом и вообще деканом священной коллегии кардиналов. Этот собор очень примечательный. Но что самое важное, на этом соборе присутствует сам Папа Римский. Это, между прочим, первый такого рода собор, на котором присутствуют не легаты Папы Римского, а сам Папа Римский, а также византийский император и константинопольский патриарх. И цель этого собора – объединить опять католическую и православную церкви вместе после так называемого раскола в 1054 году. Опять совершенно случайное совпадение, константинопольский патриарх умирает прямо на этом соборе. Давайте про этот собор, про падение Константинополя, которое случилось буквально через 8 лет после этого собора. Поговорим обстоятельно, отдельно. Про Османскую империю, которая, собственно, и завоевала Константинополь и Византию, и Константинополь становится ее столицей, о связи османов и венецианцев. Согласитесь, удивительно, что никто не вписался за Константинополь. За христиан ни Русь, ни Европа. Вы представляете, Константинополь защищали всего 7000 человек. А нам говорят, что на Куликовской битве столкнулся 1 миллион. Неужели Константинополь просто стал никому не нужен? Византия отжила свое. И ведь действительно, сразу после падения Константинополя возникает Московская митрополия и уже великий князь и государь всея Руси. Это отец Ивана III, внук Дмитрия Донского, Василий Васильевич Темный. Как нам говорят, что Константинополь вообще называли Вторым Римом, а Москва – это Третий Рим. Но Константинополь называли не Вторым Римом, а Новым Римом. Это до сих пор есть в титуле константинопольского патриарха. Нова Рома. Интересно, согласитесь, который потом перерастет в проект Рома Нова. Романовы. Но к этому мы постепенно подойдем. Нет ничего полезнее и приятнее в жаркий весенний денек, чем косоворотка из 100% лучшего льна. Такую вы найдете только в интернет-магазине ruskayodежда.rf предсельмак. Наши рубашки с длинным и коротким рукавом смотрятся красиво и дорого. А еще приносят пользу. Лен – признанный антисептик. Шелк заботится о сохранении ваших нервов и зрительной остроты. Хлопок защищает от влияния негативной энергии. Думая о вашем здоровье, мы не забываем о практичности. Поэтому наши свободные карго и стильные джоггеры такие удобные для летних приключений. Несколько пар карманов делают их необычайно функциональными. Женские и мужские брюки изо льна вне конкуренции. Идеальны во всех отношениях. Яркие, неординарные летние цвета, а две разные вещи одинакового цвета пополнят ваш гардероб новым костюмом. Простые, элегантные комбинации женской одежды уже одобрены многими нашими покупателями. Впрочем, и контрастные цвета смотрятся не хуже. Взгляните на различные сочетания сочного яркого льна в мужской рубашке с отделкой или комбинированном платье с карманами. Шелковая женская рубашка сливается с телом, как вторая кожа. Тончайшая и невесомая. Просто не существует другой природной ткани с таким красивым и благородным блеском. Подходит к любым нашим брюкам – хлопковым, льняным и вельветовым. Для моря, отпуска и дачи рубашка с капюшоном. Есть даже из морлевки. И непременно футболки, которые вы сможете носить не одно лето. С шортами или брюками можете примерить их в московском шоуруме на Курской. Насладиться естественностью и нежностью льняных изделий и красотой душегреек из оригинальных павлопосадских платков.
на льняной или меховой подкладке. Наш приветливый консультант поможет подобрать сумочку с фермуаром или удивительной красоты подарок с павлово-посадским платком по уникальной цене. Или, что поверьте, не хуже, лежа на диване отправиться за покупками в интернет-магазин русскаяодежда.рф предсельмак. Мы быстро доставим вам посылку нужных, а главное полезных вещей и подарков с русским колоритом.